Всем привет, друзья! По началу видео, конечно же, вы, да и по названию поняли, что у нас сегодня будет обзор лазерно-светодиодного проектора от фирмы S-Shiny. Вот такой вот проекторчик. Значит, приехал нам проектор вот в такой вот коробке. Видите, написано Shiny Holiday Party Effect Light. Что-то в этом роде. Габаритные размеры коробочки вы все видите. Ну и больше как бы никакой информации. Вот, приехал к нам такой вот красоты, друзья, пультик. Пультик меня этот расстроил, немножко позже расскажу. Так, приехала вот такая, друзья, инструкция. В принципе, все здесь понятно и без инструкции. Да, я вам сейчас немножко, конечно же, расскажу, чтобы вы меньше слепились в эту инструкцию. Так, приехал к нам металлический кронштейн вот такой вот. И, соответственно, два винта а-ля барашка. Вот такие вот, друзья, винтики. Надеюсь, вы все знаете. Ну и вот такой вот кабель питания, ребята. Размер его 2 метра с такими вот разъемами. USB-A на вот такой вот разъем. Не то 2,5, не то 3 мм, я уже не помню. Как тут вам продемонстрировать? Ну, как-то так. Значит, наш проектор может питаться от простой телефонной зарядки. В моем же случае я буду его запитывать от моего источника лабораторного питания, в котором есть гнездо USB. Так, закручиваем барашку и показываем проектор. А пока, друзья, закручиваю барашку, хочу вам сказать, что у меня на канале есть плейлист о лазерных проекторах. И не только о лазерно-светодиодных, как этот, о светодиодных и о комнатных, вот, как в данном случае, и уличных. То есть, есть у меня 4 уличных проектора, не помню, по-моему, 4 обзора. Вот, то есть, эти проекторы до сих пор, друзья, все работают. И устанавливаю я те проекторы уличные на Новый год с двух сторон. Они меня светят узорами на дом. Ну да ладно, давайте едем дальше. То есть прикрепили мы, друзья, кронштейн. Видите, мы можем прикрепить теперь этот проектор как к потолку, так куда-то, допустим, к стене, так и, соответственно, поставить его просто на пол. Вот я этот весь материал снимал в таком вот, друзья, положении. У меня стоял просто на полу проектор. Я где-то на центр потолка направил, ну и, в принципе, снимал. Вот. Значит, что мы имеем по данному проектору? По данному проектору первым делом мы видим ИК-приемник от нашего пульта. И теперь расскажу, чем же меня расстроил данный пультик. Друзья, меня постигло немножко несчастье. Вот говорю все честно, откровенно. То есть этот пульт пришел нерабочим. Очень-очень меня это расстроило. Ну, надеюсь, с будущим проектором, который мне пришлет продавец, он пришлет мне и замену данного пульта. Теперь, смотрите, в пультик нам нужны батареечки, два вида. То есть у нас подходит CR2025. Что значит 2025? 20 мм диаметр и 2,5 мм толщина. Также подходит CR2032. То есть опять же диаметр 20 мм и соответственно толщиной 3,2 мм. Значит, во всех видео рассказываю, как определить, есть ли батарейка, либо нет. Вот, и у вас тут стоит изолятор. Где-то мой изолятор, кстати. Ну да ладно, не будем искать, время тратить. То есть, если у вас изолятор сюда всунут, и вы его не можете так вот с трудом достать, следовательно, батареечка у вас установлена. Если у вас изолятор валяется где-то в пакетике, либо сюда установлен, но вы когда достаете с пакетика, он просто вываливается, батарейки здесь 100% не будет. Я же оснастил батарейкой, конечно же, этот пульт. Вот.
Но я решил вскрыть запасной отсек. Здесь у меня батарейки не было. Вскрыл запасной отсек и обнаружил здесь, друзья, батарею. Поэтому у кого батарейки здесь не будет в таких вот пультах-матрешках, вскрывайте отсек для запасной батарейки, и, возможно, вам придет тоже, как и мне, с запасной батарейкой. А кто следит за моим каналом, прошлый проектор мне пришел даже с двумя батарейками. То есть и запасная, и основная. Вот такие вот, ребята, дела. Но пультик у нас не работает, поэтому сегодня обзор будет у нас без пульта. Все эти практически режимы, друзья, можно переключать при помощи кнопочки мод, которая у нас есть на передней панели. На передней панели у нас также встроен микрофон. Друзья, по микрофону я все время как-то делал обзор и говорил, вот этот микрофон чувствительный, вот этот менее чувствительный, этот более чувствительный. И мне один человек написал, с кем я в принципе и согласен, что этот микрофон должен быть по минимуму чувствителен, так как он на какой-нибудь дискотеке, когда это все дело работает, или где-то еще на вечеринке, он должен чувствовать, друзья, не весь шум, гам, который там идет пьянка сбоку, кто-то кричит, танцует, вот, а должен слышать только как бы басы и работать четко в такт музыки, бас, ну, по басам. Далее, что мы имеем здесь? У нас установлен RGB светодиод, обладает очень хорошей яркостью и является такой подсветкой всех этих вот наших лазеров. То есть, как вы уже поняли, у нас установлено 4 лазера. 2 красных, 2 зеленых. То есть, почему 4? У нас вот эти вот туманности космические, красное и зеленое, это у нас, по-моему, 1 и 2 лазер. Ну, я не помню точно. Вот. А все эти а-ля точечки, там, цветочки, разного рода лазерные узоры, ну, как в обычных проекторах, у нас уже вот в этих лазерах. Поэтому будьте осторожны, вас будут слепить сразу 4 лазера. На задней панельке мы что имеем? Мы имеем, друзья, переключатель. То есть работа под звук, работа в авторежиме и выключена. Ну и также у нас есть, соответственно, разъем питания. Ну и бросается он, конечно же, в глаза. Вот такой вот большой кулер для охлаждения нашего проектора. Все-таки там, друзья, 4 лазера. Вот. По работе Sound и Auto. Если у нас, допустим, в режиме Sound наш проектор работает, по-моему, там 3 или 4 вообще музыкальных режима, то в режиме авто идут, по-моему, 3 авторежима, судя по нашему пульту. Да, по-моему, 3 авторежима. Я не помню, сколько я вам там показал в начале видео этих авторежимов. Вот. Но идет 3 авторежима, и потом еще какой-то, по-моему, режим, и дальше переключается опять на музыкальный режим. Вот поэтому работа как-то так устроена. Все честно показываю, рассказываю. Ну и что? У нас по проектору все. Эту этикеточку я показал фирменную. И как бы все. Поэтому включаем наш проектор, посмотрим, как он у нас запускается, что при этом происходит. То есть у нас сейчас установлен режим звук или музыка. Ну и вот так вот запускается наш проектор. Под музыку, смотрите, я буду просто по проектору щелкать, допустим. Видите? Это типа бас у нас. Басом я петь не умею, поэтому вот как-то так. Говорю тоже тихо, так как это видео записываю уже аж в час ночи. Так, следующий музыкальный режим. Вот так вот переключаем. Видите, и у нас там что-то добавляется, что-то убавляется. Вот столько вот всякого рода, друзья, режимов. Значит, смотрите, я уже записал материал. То есть вы после обзора данного проектора не выключайте, не переключайтесь, а смотрите под музыку. Вот какую нашел бесплатную на ютубе, уж не обессудьте. Но вот под музыку, там я подобрал такое, басы такие в начале, чтобы он работал в такт. И он начинает работать вот с этого вот режима. То есть нет света, есть у нас какой-то там, видите, бас, звук, свет появляется. Ну, то есть картинки в нашем случае. И потом по мере там продолжение нашей мелодии я все это дело переключаю. Не знаю, это глазом вы заметите эти мои переключения, либо не заметите, но все режимы буквально я вам там показал, продемонстрировал. Вот. Конечно же, не все картинки, потому как, чтобы пройти все картинки и все режимы, это надо там мелодия, не знаю, минут, наверное, на 10 или на 5 минимум. Ну, а там минута-полторы, по-моему, или 2, я уже не помню, отснят у меня материал. Вот, как-то так. Поэтому, ребята, сейчас я с вами прощаюсь. Кого интересуют данные проекторы, ссылочка в описании внизу под видео. Переходите, смотрите. Опять же, напоминаю, что у меня есть плейлист
о разного рода проекторах. Там их уже, слава богу, накопилось за 20 штук, по-моему. Поэтому, опять же, переходите на плейлист, смотрите. Я думаю, вы выберете себе подходящий и нужный проектор. Вот, на этом я хочу с вами проститься, а вы смотрите работу нашего проектора под, так сказать, музыку. Всем пока! Ты заходи, если что.